Друзья, приветствую вас, это дневной обзор. Давайте рассмотрим основные события, которые происходят и что ожидается по движению доллар, рубль, золото, нефть и другие интересные активы. Так, давайте сначала с календарика. Но сегодня хорошие данные вышли по PMI в производственной сфере Германии. Германия крупнейшая промышленная держава, которая производит массу и товаров и услуг, и они экспортируются. И поэтому достаточно позитивный момент и для фондового рынка Германии, и целиком для мировой экономики. Да, по сфере услуг немножко слабенький вышел, но он ключевую роль в Германии не играет. Здесь именно важен производственный показатель деловой активности. По еврозоне ситуация схожая. То, что касается производства, хорошо растет. То, что касается сферы услуг, оно проседает. Ну, вполне понятно, что на фоне сокращения активности из-за роста коронавирусной инфекции, то, что связано со сферой услуг, оно будет проседать. Текущие данные указывают на то, что есть позитив для мировых рынков и для курса евро к доллару. Появилась информация дополнительная по вакцине AstraZeneca. На европейских площадках акции AstraZeneca проседают. Вакцина все-таки показывает 70% эффективность, но у нее есть позитивный момент, который заключается в том, что у нее температурный режим не требует таких жестких условий, как у Pfizer и у Moderna. Здесь что интересно, акции проседают, потому что все-таки меньше заявленной вероятность предохранения от коронавируса. Ну и потом еще другой момент. Когда заявляется какая-то новость, то обычно как покупаешь на ожидании новости позитивной, продаешь на ее выходе. То есть сейчас определенный вакуум по AstraZeneca, если не будет никакого негатива. И следующее позитивное событие, которое с ней будет, скорее всего, связано на этой неделе или на следующей, это подача документов о вакцине на регистрацию. Несмотря на то, что по последним данным ее эффективность 70%, там температурный режим у нее более мягкий. И еще такой существенный момент. Количество предзаказанных доз на вакцину. Посмотрите, какое количество у AstraZeneca. У нее просто колоссальное количество. Она опережает и Moderna, и Pfizer. И поэтому, если вот этот сценарий будет реализован, то несомненно, что акции AstraZeneca могут очень существенно подрасти. Но здесь есть масса оговорок, потому что они могут не выполнить в срок подготовку вакцин. Их может опередить Pfizer, Moderna. Могут быть какие-то нестыковки. Вот. Но при реализации этого сценария, то есть у нее наибольший позитив в части роста акций, нежели у других фармкомпаний. Есть только один негативный момент, что JP Morgan ожидает к концу года крупные игроки могут захотеть переместить 300 миллиардов долларов из акций в облигации. И такое движение капитала, оно может спровоцировать корректирующий откат на рынке акций. Как только началось так называемое вакцинное ралли, которое ранее было новогодним, сразу появилась масса прогнозов, которые достаточно позитивно смотрят в будущее, что да, конечно, в этом году будет снижение мирового производства в этом году на 4,1%, но в следующем году зато будет рост 4,9%. И если продолжится дальнейшее позитивное развитие ситуации с вакцинами и излечение от коронавируса, предохранение от коронавируса той части населения, которая не болела, то тенденция, связанная с ослаблением доллара в 2021 году, она, скорее всего, может продолжиться. Но здесь еще такой момент. Самим Соединенным Штатам для того, чтобы успешно выйти из кризиса, нужен недорогой доллар. Так, друзья, ну вот масса вопросов по поводу IPO Озон поступает. Что я думаю на этот счет? Но я думаю следующее. Конечно, сейчас идет очень активное развитие того, что связано с электронной торговлей. И чем дальше, тем, соответственно, это будет в большей степени проникать в нашу жизнь. Но могу сказать следующую вещь. Я все-таки придерживаюсь точки зрения, что IPO это для профессионалов. Либо вы занимаетесь IPO, либо вы занимаетесь чем-то другим. То есть, если вы занимаетесь профессионально IPO, это не значит, что вы обязательно там сидите в Морган Стэнли и
все время принимаете решение по IPO. Если ваша стратегия построена на IPO, и вы, соответственно, на этом сами самостоятельно зарабатываете деньги. Вот, с моей точки зрения, IPO это во многом кот в мешке, это достаточно рискованно. Я стараюсь избегать того риска, который я не понимаю. Вот. То, что касается IPO, мне нужно более досконально разбираться, и я здесь, скажем так, не чувствую в таком масштабе, как то, что касается там технического анализа, движения доллара, евро, золота и так далее. Вот. И поэтому я в IPO не участвовал. Мне хватило участия когда-то давно-давно в ВТБ, там, на очень небольшую сумму, но все мы запомнили, что потом начало происходить с этими акциями. Вот. Поэтому я идеологический противник IPO. Я считаю, что этим надо заниматься только в том случае, если вы являетесь в этом вопросе профессионалом, то есть вы работаете с IPO. Неважно, в крупном банке или вы работаете на себя, но вы должны осознанно этим заниматься. Вот, потому что тема эта очень рискованная и серьезная. Она, да, может приносить прибыль, но здесь надо понимать все нюансы и всю кухню. По логике вещей, конечно, компания Озон, она должна вырасти после размещения, хорошо. Но здесь есть другой момент, рынки на хаях. И после кратковременного роста может быть и просадка. А может быть действительно рост будет сильный и он пойдет по экспоненциальной. Вот. Но с моей точки зрения здесь достаточно высокие риски. Вообще в любом IPO я бы никому IPO не рекомендовал. Либо заниматься только IPO, либо туда не лезть. Вот. Далее, что я хочу сказать по поводу компании Озон. Да, у нее бизнес активно развивается, но я могу сказать из своего опыта, чем я только не пользовался. И Amazon, и eBay, и Али, и Яндекс.Маркет. Вот Озоном я не пользовался. Поэтому с точки зрения покупай то, что ты используешь, и то, что тебе нравится, я здесь не могу никакого мнения выразить по поводу этой компании. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. На американском рынке SFD, на фьючерс S&P, часовой таймфрейм, здесь все достаточно позитивно. Сейчас может произойти небольшой откат. Если этот откат не пробьет 3560, то ничего страшного, можем сходить сюда, потом все равно будет донабор позиций и рост. И, кстати, здесь для продолжения роста нужен какой-то небольшой откат, хотя бы на 3575, вот сюда. И далее отсюда, если не возникнет никакого негатива по коронавирусу, по торговым войнам, то мы где-то отсюда должны пойти, и цель движения у нас будет 3620, вот сюда, вот в этот диапазон. Далее, индекс доллара. Здесь не сработала разворотная формация, которая оставалась в прошлой неделе, и у нас развилось движение, цель которого сейчас сходить на 91.85, вот сюда вот. Но вот по нему мне очень не нравится недельный график, потому что по недельному графику разворот может произойти в любой момент, и движение вот сюда, вот в этот диапазон. Ну и по часовику, вот он сейчас будет пытаться разворачиваться и отскочить. Первая цель движения у него 92.27. Если сейчас пойдет добитие 92, то наиболее вероятно, что мы сегодня либо завтра с утра увидим уже 91.85. Так, друзья, далее нефть Brent, 4-часовой таймфрейм. Сейчас вот идет попытка скорректироваться. Здесь есть вот уровень, который 44.9, 45.1. Если этот диапазон мы не пробиваем, ниже не уходим, то у нас будет консолидация, закрепление выше этого уровня 44.9, и соответственно это приведет к дальнейшему росту. Цель здесь 47,5, если закрепляется движение на 54. По часовику идет коррекционный откат. Цель этого отката движение на 45, 45,1. Так, далее золото. Здесь идет коррекционный откат. Цель у этого отката тестирование 1860. Но исходя из 15-минутного графика, скорее всего сейчас произошел разворот. Если в ближайший час-два не будет добития 1862, это чикагская котировка, то отсюда мы увидим отскок, и цель этого отскока будет вернуться на 1871,4, вот сюда, в этот диапазон. Если в ближайшее время пробиваем вот этот диапазон, то будет попытка ухода
под 1860 и торговля в диапазоне 1855-1860. Так, далее серебро. По серебру восходящий тренд сейчас на текущий момент в связи с этими вакцинными делами его надломили. И вот здесь будет либо отбой 23,8, сильный уровень, который сейчас расширили до 23,67, 23,8 вот этого диапазона. И поэтому либо будет отбой от этого значения, от этого диапазона, или в случае пробития у нас цель движения будет, первая в район 22,6, 22,5. Так, друзья, далее доллар-рубль USD Tomorrow. Здесь вот видите, не пускают на 75,5, даже и близко, то есть его сразу выкупают и развивается отскок. То есть здесь на самом деле уровень 75,75, но 75,5 это вот некая расширенная такая буферная зона, где начинают пытаться собирать стоп-заявки у тех, кто держит лонги по доллару. Вот, текущий формат движения указывает на то, что если сейчас происходит закрепление в диапазоне 75, 75, 75, 95, вот здесь 0,2 пункта, если мы закрепляемся, то отсюда пойдет отскок, и цель этого отскока будет сначала 76,23 и потом движение вот сюда на 76,5, если здесь удерживаемся. Если вот в этом диапазоне мы сейчас не удерживаемся, то пойдет тестирование на пробой 75,5. Если такой пробой происходит и потом идет закрепление, то мы проваливаемся и скорее всего пойдем на 74,85. Так, далее евро-доллар. Евро-доллар взял вот этот вот барьер, который 1,19. Если он закрепляется выше 1,19 в течение нескольких часов, то высока вероятность того, что сегодня мы получим пробой 1,1920 и движение на 1,2. Если сейчас формируется пробитие 1,1885, то отсюда у нас цель движения будет сначала 1,1867 и потом движение на 1,1827, вот сюда. Так, далее евро-рубль. Но сегодня по евро-рублю вообще программу максимум уже выполнили. Сначала с утра провал и создание двойного дна, потом отскок. Сейчас, если в этом диапазоне закрепляемся, следующая фаза движения – это уход вот сюда, вот в этот диапазон к 90,8. Вот, если сейчас все-таки это двойное дно проваливается, если мы откатываемся и пробиваем 90,1, то тогда мы начинаем укрепляться по рублю и двигаться в поисках третьего дна и его пробоя и ухода на более интересные для рубля уровни. Вот, сейчас все-таки, я думаю, более вероятный сценарий. Мы где-то здесь закрепимся и потом будет попытка задерга и движения вверх. Поскольку евро растет, то евро будет и к рублю чувствовать себя достаточно уверенно. Так, друзья, далее российские акции. Вот интересная ситуация с Газпромом. Вот сейчас он закрепляется выше 180-179 в этом диапазоне. Если 179 не пробиваем на объеме, то отсюда у нас следующая цель движения это 195. Если рассматривать более короткую идею, то вот 181-85, если этот диапазон сегодня удерживается, не пробивается, то вот этот вот откат будет выкуплен и пойдет движение на пробой 188 и движение на 195 после закрепления в этом районе. Так, друзья, далее Сбербанк. Сегодня была попытка взять реванш, но она пока что закончилась неудачно. Никак он не может закрепиться на 242,5-243. Но с учетом текущей ситуации, которая здесь проистекает, либо он в ближайшее время пробивает 243, здесь закрепляется, и тогда будет пробой 250 и движение на 256,5, или же он пытается здесь консолидироваться и потом уходит наверх. В каком случае движение наверх наиболее вероятно не состоится? Оно не состоится, если сейчас будет откат и пробой 237,5, 237 ровно. То есть вот этот диапазон, если мы пробиваем, то здесь уже наиболее вероятно пойдет переход на более низкий энергетический уровень. Потому что вот это вполне могло быть разворотной формацией, но с учетом позитива на рынках
его все-таки могут тащить еще выше. Поскольку в долгосрочной перспективе, я думаю, у Сбербанка, в общем-то, очень большой потенциал для роста. Так, друзья, далее ГМК, Норильский никель. Но здесь у нас идет восхождение. Он растет и растет себе. Вот у него цель движения, вот этот диапазон. И если здесь закрепится, потом движение на перехай. Но если брать часовик, то у нас сейчас вот здесь есть волшебный уровень 20 900, 20 800. Вот если в результате отката на объеме мы уходим под этот уровень, то скорее всего мы перейдем вот сюда, вот в эту область и будем здесь торговаться. Если здесь мы удерживаемся, то отсюда возникает корректирующий отскок, цель которого пробить 21 100 и уйти наверх, отрабатывать те цели, которые у него выше. В целом достаточно позитивная тенденция по бумаге. Единственное, здесь в случае пробоя может он какое-то время поболтаться вот в этом диапазоне. Все, друзья, основные активы. Спасибо за внимание.